Этот хлеб без замеса подойдет как абсолютным новичкам, которые выпекают на закваске, так и тем, у кого закваски нет, но кто хотел бы выпечь на дрожжах хлеб длительного брожения. А также он подойдет людям, страдающим синдромом раздраженного кишечника. Я покажу два варианта этого хлеба на закваске и на дрожжах с добавлением 20% цельнозерновой муки и с полностью муки высшего сорта. Поэтому выбирайте на свой вкус. Для выпечки на закваске смешаем часть муки высшего сорта и цельнозерновой муки с водой и оставим на автолиз на 1 час. По прошествии часа добавим соль и закваску и все хорошо вмешаем в тесто. Оставим все на 30 минут. При выпечке на дрожжах смешаем все ингредиенты сразу. Замесим тесто и оставим на полчаса при комнатной температуре. С этого момента, вне зависимости от того, выпекаете ли вы на закваске или на дрожжах, а также какую муку вы используете, процесс будет одинаковый. Нам нужно будет сделать 3 подхода складываний с перерывами 30 минут каждый, а затем оставить тесто, не трогая, при комнатной температуре еще на 1,5 часа. То есть в общей сложности время брожения при комнатной температуре будет составлять 3 часа. За это время тесто должно подняться где-то на 30%. Если этого не произошло, оставьте тесто еще минут на 30-45, в зависимости от температуры окружающей среды. Затем вывалите тесто на припыленный мукой стол и осторожно, пытаясь сохранить в нем накопившийся газ, сформировать заготовку. Тесто сейчас нужно подкатать в шар, делая складывание от краев к центру, а затем при помощи скребка аккуратно перевернуть его, чтобы шов оказался внизу. Затем нужно подкатать заготовку в шар либо при помощи скребка, либо просто руками. Это нужно для того, чтобы создать поверхностное натяжение на заготовке, для того, чтобы она сохранила форму при выпечке, а также хорошо раскрылась.
сформированную заготовку оставить на кухонном столе на час-два, в зависимости от температуры окружающей среды, для того, чтобы дать начальный старт, и затем убрать в холодильник до следующего дня. На следующий день выпекать заготовку прямо из холодильника, выложить ее на пергаментную бумагу, сделать надрезы и выпекать с паром первые 20 минут при 240 градусах Цельсия, а затем без пара при 210-200 градусов еще 20 минут. Влажность этого теста составляет всего 72%, поэтому с ним легко справится новичок. Если вы нашли это видео полезным, я буду признательна и благодарна, если вы поставите лайк, подпишитесь на мой канал, а может быть разместите ссылку на этот ролик в своих социальных сетях. Пеките на здоровье!